Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. Это вступительное видео к программе QCI Galliot. В нем я расскажу вкратце о том, как связаны настройки программы со спецификациями Native Israel, и расскажу о том, какие дополнительные видео относятся к этой программе и в каком порядке их следует смотреть. Программа QCI Galliot основана на общих спецификациях Native Israel в отношении работ по дорожному строительству и мостостроению. В частности, на документе 5104, в котором описаны требования к Galliot. Например, у нас есть такая табличка. Вот, требования Galliot к 100-метровкам, 10-метровкам, к разным слоям. Это для новой дороги. Вот это для существующей дороги. Мы сейчас посмотрим в опубликованных отчетах. Так, я перейду в папку, где у меня распакован релиз. Заходим в него. Report Examples, QCI Galliot. Так, значит, новая дорога это у нас 103. Открываем рассчитанный отчет. Переходим в конец на настройки. Вот у нас то, что относится к требованиям. То, что мы видели. Так, вернемся. 1.7, 2.7. Вот 1.7, 2.7, 2.5, 3.5. Вот оно. И для существующих дорог сейчас откроем по 101 какой-нибудь отчет, тоже опубликованный. Идем в конец. Тут похитрее все это задается. Ну вот 1.8, 2.2. Вот они, 1.8, 2.2. В зависимости от смеси. Вот эта табличка, она таким образом тут закодирована. Ну и то, что касается послаблений и штрафов, тоже из этого документа. В разделе по штрафам, вот то, что относится к Galliot, вот у нас тоже такая табличка есть. Это относится к новым дорогам. Вот мы видим тут для разных смесей, ну, отклонение до 0,5 и тут 3% на каждые 0,1. Вот мы это здесь и видим. При отклонении до 0,5 30% на единицу здесь задается отклонение. Это у нас относится к 100-метровке. И здесь мы видим, что это требование к 100-метровке, а к 10-метровке здесь заданы те же самые значения, 2,2, 3,5, которые мы видели здесь, 2,2, 3,5. То есть не допускается никакого отклонения, сразу у нас идет на пирук, на переделку. Поэтому здесь просто настройка, что при отклонении 0. То есть, что отклонение не допускается, никаких штрафов, соответственно, здесь применено не будет. Идет на пирук сразу. А вот в этом параграфе мы видим, что для существующих дорог у нас при отклонении 0,6 2% на каждый 0,1. Вот у нас отчет для существующих дорог. Вот у нас отклонение 0,6. И для 100-метровок, и для 10-метровок 20% на единицу отклонения. Да, вот и для 100-метровок, и для 10-метровок. Вот таким образом мы вкратце посмотрели, как связаны настройки программы QCI Galliot со спецификациями Native Israel. Подробнее мы разберем настройки программы и как они применяются на практике, когда будем разбирать примеры в отдельных видео. Начнем мы с дороги с условным номером 103.
Это новая дорога. И там все это будет разобрано подробно. Далее перейдем к дороге 101, в которой это существующая дорога. Там уже будем менее подробно, только на то, что относится к существующим дорогам. Обратите внимание. И в конце мы рассмотрим вот дорогу 102, тоже существующая дорога, в которой приемка была сделана вообще в другом месте. То есть по ошибке измерили не тот участок, на котором шла работа. Этот пример просто показывает, как программа отрабатывает такие ситуации, что тоже все корректно работает, и программа сообщает о том, что данных до начала работы или после завершения работы не хватает. Отметим также, что программа QCI Glute очень эффективно и точно решает довольно-таки трудоемкую задачу, если ее выполнять вручную, по сопоставлению измерений с разметкой участка дороги по координатам XY. Вот, например, мы здесь видим результат. Это у нас промежуточный файл, который генерирует программа для каждого потока входных измерений. То есть для измерения, которое делается до начала работ и после. В данном случае это до начала работ. Вот мы видим, что какие-то измерения были сделаны до начала участка, на котором производились работы. И дальше у нас пошел перекресток. Эти измерения попали в участок, который подпадает под ослабление в связи с перекрестком. Дальше обычные измерения, которые обрабатываются без послаблений. И в конце опять у нас целый хвост измерений, которые были сделаны уже после участка, на котором в данном случае предстоят работы. Вот. Программа это делает все автоматически. Быстро. От вас требуется только задать разметку. Вот. И при этом все промежуточные вычисления сохраняются. Все можно проследить, проверить при необходимости. Вот, промежуточные данные, тут о расстояниях между точками. Тут применяется геометрия. Это не просто на глаз, как это часто делается. Здесь все геометрически точно на основе работы на плоскости координат XY. Все точно сопоставляется, какие точки попадают в какой участок. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.